Всем привет, друзья мои! Приветствую вас на канале Soft Decor. Кто еще не подписался на мой канал, быстренько подписываемся, и мы с вами ближе познакомимся. А сегодня мы свяжем вот такую летнюю сумочку из шнура. Я ее вязала из остатков. Вот у меня были 3 таких цвета, и основной цвет колокольчик фирмы Карамель. Кто хочет приобрести такой шнур или трикотажную пряжу Бисквит, у меня есть промокод, находится он в описании под роликом, и вы можете заказать его с 5% скидкой по моему промокоду. Сколько же у меня ушло на эту сумочку? Так как у меня вот эти цвета, это у меня были остатки от предыдущих работ, и около мотка вот этого голубого колокольчика. Вот в общей сложности, вот смотрите, здесь вес 200 грамм, я взвесила эту сумочку, она у меня получилась где-то 250, значит, чуть больше мотка, ну, 1,5 моточка, если вы хотите одним цветом вязать, вот где-то столько получится на эту сумочку. Дно у сумочки круглое, вот так она выглядит. Вот внутри можно сшить подкладочку с кармашком, уже вы как захотите, я не шила. Очень вместительная, сюда и кошелек, и мобильник, и еще что-нибудь поместится, так что размер очень удачный. Я, кстати, таким способом когда-то вязала корзинку из трикотажной пряжи. Очень красиво получается, поэтому я вот здесь вот вам оставлю ссылочку на ролик, вы обязательно тоже посмотрите. Сейчас вам скажу по размеру, сколько у меня вышло. Так, середина 19, вверх где-то 16. И до середины донышка, донышко здесь круглое, 22. Отличная сумочка, очень удобная. Что у меня еще понадобилось? Магнитная кнопка, 2 кольца карабины, цепь. У кого нет цепочки, можно связать. В конце ролика обязательно оставлю ссылку на плейлист, где у меня вязаные разные ремешки и лямочки. Вы посмотрите, может, себе что-то подберете. И вязала я крючком номер 5. Ну вот, пожалуй, и все. Начинаем наш урок. Ну что, начинаем вязать вот с такого первого цвета. Делаем кольцо амигуруми. Вытягиваем петлю. И делаем еще одну. Сейчас нам нужно провязать 12 столбиков с одним накидом. Вот этот мы будем считать как за первый столбик. Вяжем второй. Третий. И так вяжем 12 столбиков. 12 столбиков с одним накидом. Так, я провязала 12 столбиков. Сейчас я соединю. Вот считаем 1, 2 петля. Здесь вот такая перегородка. Вытягиваем нашу петлю. И вот так соединяем. Затянули. Вот наш первый ряд готов. Сейчас я затяну вот это вот кольцо. Для этого я взяла крючок поменьше. Вот у меня 3. И сейчас мне нужно вот этот шнур протянуть между вот этими петлями на первом ряду. Вытянули, затянули. Следующее. Вытянули, затянули. И так вдоль всего первого ряда вытягиваем вот
вот так шнур и затягиваем, пока не затянем вот это отверстие. Вот я затянула, беру ножнички, отрезаю и немножко подпалю. Все, вот такой у нас аккуратный получился круг. И вяжем дальше. Продолжаю дальше. Смотрите, сначала я делаю накид, потом между двумя столбиками ввожу крючок, вытягиваю петлю, провязываю и петлю подъема. Это у нас получился первый столбик. Сюда я вяжу еще один столбик без накида. И сейчас в каждое отверстие я должна вязать по 2 столбика без накида. Сейчас покажу еще 2, а дальше провяжите самостоятельно. 1, 2. И так вяжем по 2 до конца ряда. Провязываю еще 2 столбика. Всего мне получилось 24. Так, и соединяю точно так же. Вот сюда вставляем крючок, как первый ряд. Соединили. Накид. Между двумя столбиками вытягиваем петлю, соединяем, петлю подъема. Вот у нас получился один столбик. Следующий круг мы будем чередовать. В одно отверстие 1 столбик, в другой 2. 1, 2, 1, 2. Так как мы здесь 1 провязали, сюда мы вяжем 2. Раз. 2. Следующее вяжем 1. Сюда опять вяжем 2. Так, еще один столбик. И так вяжем до конца ряда. Чередуем 1 столбик, 2, 1, 2. Закончила следующий ряд. Опять соединяю, как предыдущий. Соединили. И сейчас мы уже начнем вязать нашу бахрому. Вставляем вот сюда крючок, вытягиваем петлю, делаем петлю подъема. Теперь между столбиками вводим крючок, выводим петлю. Теперь вот так пальчиком будем делать нашу петельку. И в ту же самую петлю, то есть в отверстие, вот куда мы вот сюда вставляли крючок, вытягивали петлю, да, еще одну. Так. И теперь 3 вместе. Вот такая у нас получилась петелька.
И так продолжаем дальше. Вытягиваем петлю. Теперь делаем пальцем. И в ту же петлю, то есть в то же отверстие, выводим еще одну и все вместе соединяем. Вот получилась вторая петелька. И так продолжаем дальше. Только старайтесь, чтобы у вас вот эти петельки были все на одном уровне. Вы можете их длиннее делать, как вам больше нравится. Вот такие петельки у нас получаются. И так вяжем до конца. Вот хочу вам еще показать, что делать, когда закончился шнур. Вы меня часто об этом спрашиваете, я вот сейчас вам покажу. Нужно подвалить только аккуратно и вот так соединяете. Еще. Аккуратно только пальцы ваши. Вот он плавится. И пока он горячий, нужно быстро его соединить. Все, сейчас он остынет. И можно дальше продолжать работу. Так, я заканчиваю. У меня вот осталось еще одно отверстие, которое я тоже провяжу. И у меня как раз закончился шнур. И мы сейчас возьмем другой цвет. Делаю петлю. Провязываю. Все, и вытягиваю шнур. И соединяю. Вот где мы начинали, за эту перемычку. Так. И вот сюда. Все, мы соединили. Вот такой у нас уже первый ряд получился. Этот шнур можно вот так здесь зацепить. И когда буду вязать второй ряд, он у нас просто спрячется. Я беру следующий цвет. Так, где мы здесь закончили, в принципе, не важно. Вставляем крючок, выводим петлю, петлю подъема и вяжем все точно так же, как вязали первый ряд. Прячем наши вот эти маленькие кончики. Провязываем петлю, соединили и продолжаем так вязать дальше следующий ряд. Сейчас вам еще одну покажу. Так. Вы уже можете менять сколько хотите цветов. Я уже буду смотреть по своим остаткам шнура, сколько мне хватит. И продолжаю дальше. Так, вот я провязала еще один ряд. И сейчас я вам покажу, как соединить, если нить еще осталась. Здесь у нас она закончилась, да, я вам показала, как закончить ряд. А как перейти на следующий ряд, сейчас вам покажу. Опять вводим крючок в предыдущую петлю, то есть где у нас ряд здесь начинался. Вытягиваем вот эту. Это такой быстрый способ соединения. Цепляем за крючок в эту петельку и вытягиваем. Делаем петлю подъема и вяжем дальше нашим способом, как мы и вязали. Вывязываем одну петлю, затем другую и соединяем.
И так вяжем следующий ряд. И теперь вы уже смотрите, сколько у вас шнура осталось, сколько цветов хотите, сколько рядочков получится. И вяжем уже высота, какая получится у меня и какая получится у вас. Дальше продолжаем самостоятельно. Вот я связала еще 3 цветами. Сейчас, так, у меня вот еще осталось одну, провяжу петлю. Так. Сейчас я соединю. Петлю подъема. И дальше я буду вязать столбики без накида. Только смотрите, как я крючком буду выводить шнур. Не вот так вот, а под низ. Следующее. И тогда у нас узор будет похож на крестики. И так я буду вязать по спирали. Можно отметить маркером, где мы начинали. Вот здесь. И когда я дойду до этого места, то дальше я буду вязать по спирали. Сейчас вам еще покажу раз. Все. И дальше вяжете самостоятельно до вот этого места. Вот я дошла до маркера. И сейчас я перейду на следующий ряд. Вот сюда. И продолжаю вязать дальше по спирали. Смотрим, да, как я шнур вывожу. Маркер можно оставить, чтобы вы не запутались, где вы начинали. Все. И дальше я по спирали буду вязать дальше. Узор у нас получается вот такими крестиками. Вот я провязала 5 рядов, дошла до места, где мы начинали. Сейчас я этот ряд закончу, чтобы перейти опять вязать такие длинные петли. Вытянула петлю, петлю подъема и дальше продолжаю точно так же, как я вязала ниже. Так, и так продолжаю дальше. Так, закончила этот ряд. Сейчас я его закрою уже таким способом. Так. Сейчас аккуратно затянем. Все, закрыла этот ряд. И сейчас опять буду вязать по кругу по спирали, только уже соединительными петлями. Так, вытянула петлю вот за эти задние перемычки. Соединили. И так продолжаем дальше. Можно опять отметить маркером, чтобы вы не запутались.
И буду вязать по спирали вот такими соединительными петлями. Все, я закончила. Провязала я где-то 4 ряда. Снимаю маркер, вытягиваю шнур, закрываю ряд. Сейчас этот шнур я спрячу с обратной стороны вот такой вот иголочкой вдоль ряда. И останется пришить такая вот у меня магнитная кнопочка. Вот одну часть с этой стороны, другую с этой. И буду я пришивать вот такой мононитью. Она похожа на леску, только более тонкая. И останется сделать только наш ремешочек, прикрепить нашу цепочку, или вы можете ее связать. Так, я пришила кнопочку. Вот совсем не видно, так как у нас незаметная нить. Прикрепила кольца карабины. Вот такие колечки и цепочку. Все, наша сумочка готова. Можете, девочки, взять из трикотажной пряжи, тоже замечательно будет. Такой вот летний вариант. Ну, надеюсь, урок вам сегодня понравился. Как всегда, от вас жду ваши пальчики. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках. Всем хорошего дня, до свидания.